Николай, наша любимая рубрика «Куда пойдут цены на недвижимость в Польше в 2025 году?» Стоит ли нашим дорогим зрителям принимать решение и входить в эту покупку? В этом видео разберем эту ситуацию. Давай разберем. На самом деле есть, как всегда, есть очень много разных факторов. Собственно, пойдут цены в гору или пойдут цены вниз. Очень много разных поклонников одной или второй теории. Адептов, да. Как всегда, я отвечаю на этот вопрос. Никто, кроме наших зрителей, не знает лучше. Они точно напишут в комментариях истину, да? Да. Но, с другой стороны, давай рассмотрим с тобой как одни, так и вторые факторы. Важно что? Я очень хочу прям сильно обратить внимание всех и сделать ударение на том, что я не знаю. То есть нету человека, который точно знает, куда пойдут цены и что будет с польской недвижимостью в этом году или в следующем. Кроме Роберта Кийосаки и Дональда Трампа. Наверное. Вот завтра мы созвонимся с ними. И обсудим. Троем, четвером, и спросим у них, да. Вот это прям супер важный момент, да, то есть вообще никто ничего не знает. Те факторы, которые я сейчас расскажу, мне кажется, что они очень-очень важные. Ты после услышания и первых, и вторых факторов, вот этих аргументов, ты сам сделаешь для себя вывод. И озвучи его на камеру. Или напишешь в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, и будешь ты покупать что-то или нет. И еще важный момент. Все риэлторы всегда говорят, что цены будут идти в гору. То есть это работа, наверное, риэлтора. И ты помнишь, под видео нашими тоже писали? Не, ну понятно, он риэлтор, понятно, он будет. Да, мы же год назад ровно писали первый подкаст по поводу роста цены в 23-м и по поводу роста цены, возможно, в 24-м. Там было очень много разных аргументов с табличками, с рапортами. В целом, как бы все тоже написали там, что, конечно, это же риэлтор, конечно, он скажет, что будет расти. Но мы видим, что все-таки в 24-м цены подросли, да? Не то чтобы я же говорил, вот это все, но в целом это ж такая страна, в которой они обычно растут. Да? И я к тому, что люди должны понимать, что риэлтор, наверное, тот, который продает инвестиционную недвижимость, конечно, он будет всегда говорить, что там Бали, не знаю, Кипр — это те страны, в которых она будет расти, потому что ему надо продать, потому что застройщик ему платит. Да? В нашем случае чуть-чуть по-другому. Нам платит или продавец, или покупатель за то, что мы сопровождаем сделку, и покупателю мы помогаем дешевле купить, а продавцу дороже продать. Такая работа у нас, да? Угу. В чем тут как бы суть? Нам, как риэлторам, особенно польским, вообще не важно, будут ли цены расти или будут цены падать, потому что мы тогда или чуть-чуть больше будем покупать с клиентами, или чуть-чуть больше будем продавать с клиентами. Угу. Но в целом... То есть нету конфликта интересов? Вообще, абсолютно. Поэтому у меня нету задачи донести, что цены упадут или что цены вырастут. Ну, как ты считаешь, цены вырастут? Личное мнение мое? Лично твое. Я без понятия. Как физическое лицо предпринимателя. У меня тут достаточно аморфная нейтральная позиция в этом плане. Ты стараешься не вовлекаться эмоционально, да, в эту ситуацию? Да, конечно. Отвечу тебе своим кейсом. У меня есть квартира. Как депутат, Смотри, понял? У меня есть квартира. Давай так, честно отвечу. Да? У меня есть квартира, которую я думал продавать в конце прошлого года. Да, в декабре, в ноябре. Даже с лета я уже думал ее продать, потому что все продавали. Может, ты заметил, что был рекорд? Это один из аргументов, кстати, почему цены должны опуститься, да, упасть. Почему мы в пузыре? Потому что летом прошлого года было рекордное количество выставленных на продажу объектов. И я думаю, слушай, наверное, цены уже в пике, прям хорошо в пике, да, дороже никогда не было, надо продавать. И я не продал. Точнее, я даже не пробовал, я не выставлял эту квартиру, потому что потом мне пришла другая мысль в голову. Если все продают, наверное, надо покупать. Понимаешь, да? Вот как-то так это работает. Да. Я не продал, и сейчас в феврале этого года еще определенный рекорд побит. Сейчас в феврале 2025 года выставлено еще опять рекордное количество объектов на продажу. Квартир особенно. Я думаю, что я не продаю. То есть я подожду до конца этого года. В моем понимании, что оно еще имеет потенциал. Как оно будет, победная эта стратегия или нет, не знаю, но из личного опыта, из опыта наших клиентов скажу, что вот когда ты делаешь все-таки не так, как делают все, тоже все сейчас продают, да, это хорошее время, чтобы покупать. Потому что если у тебя огромнейший выбор, это значит, что ты можешь поторговаться. Это значит, что ты можешь выбрать что-то прям классное, потому что раньше ты выбирал из 3 квартир, которые по твоим фильтрам подходят, по цене, по цвету стен и так дальше. А сейчас у тебя таких 20 квартир. Ты можешь ходить и крутить носом. Есть в этом
что-то ценное в этом подходе. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Давай продолжим тогда аргументы в сторону, почему цены должны упасть. И они на самом деле очень логичны, и как-то я даже к ним, их тоже в них верю. Да? Основной и очень важный аргумент, который говорят все люди, и я тоже с этим согласен, цены на недвижимость в Польше высокие. Они реально пиковые. То есть это уже дорого. По сравнению с тем, что было 5 лет назад или даже 2 года назад, это просто дорого. И это факт, и никто не скажет, что дешево. Ну, нету ни одного человека, который бы сказал, ну, типа, недорого. Не, это дорого. По сравнению даже с Европой, особенно Варшава или Краков или Гданск, мы догнали европейские другие города, где зарплата выше. Это правда, да. Цены выросли. Смотри, мне кажется, что еще стоимость кредита, да? У нас был с тобой подкаст с кредитным консультантом, и я у него, помнишь, спросил, это правда, что в Польше самый дорогой сейчас кредит? Он говорит, да, ну так получилось, что сейчас самый дорогой. Да. То есть это тоже влияет? Конечно. Сейчас это 7%. Ну, это если в сумме все складывать, потому что там идет где-то 5,5 плюс какие-то там дополнительные... Страховки там еще Да, и вот это где-то сейчас 7% в среднем. Какие еще аргументы на то, что цены будут падать? Последним рапортом Народного банка польского застройщики в конце 2023 года, когда видели огромнейший спрос, в начале 2024 начали стройки, которые они планировали чуть позже запускать, потому что они думали... Под кредит этот? Да, конечно, под этот кредит, да. Потому что вот они видят, как ажиотаж вырос, как цены выросли, и они, конечно же, запустили стройки. А стройка — это не такая вещь, которую можно просто заморозить, да, там уже люди собраны, там уже что-то привезено, что-то оплачено, конечно. И уже надо достраивать. 2 года назад в это время было, ну, наверное, 30 тысяч квартир на первичном рынке представлено людям, которые можно было купить. Сейчас это 50 тысяч. То есть у тебя есть ровно в 2 раза больше квартир, которые тебе могут понравиться, да, и ты можешь купить. Поэтому сейчас классное время, чтобы выбирать хороший объект, потому что они есть, да. Люди могут, знаешь, какую логику иметь, очень справедливую. Если такое количество людей сейчас продает, то, наверное, это умные люди, они думают, что все дошло до пика, и значит, тоже как бы не лучший момент покупать, надо подождать. Пусть эти все продавцы... За счет чего падает цена? Продавцы, 50 тысяч квартир, они маринуются в этом соке, да, они не могут продать объект, и они поэтому понижают цену. То есть, когда мы с тобой говорим, что цена будет падать, что мы имеем в виду фактически? Мы же это имеем в виду, что фактически эти 50 тысяч квартир и владельцев начнут просто ее снижать, правильно? Да, и застройщики тоже начнут снижать. На первичку застройщики тоже могут начать снижать, потому что у них стоят замороженные деньги. Им выгодно, у них нет ликвидности, им выгодно продать это даже со скидкой. Да, и в этом есть доля правды, хотя условно, до сегодня застройщики вообще не торопились с продажей. То, что уже построено, оно стоит и не портится по факту, да, но дорожает. Оно все равно постоянно дорожало. Оно еще и дорожает. И застройщики до этого вообще не давали скидок. Застройщики не давали скидки, даже если ты хочешь целый подъезд купить или этаж. То есть зачем мне продавать тебе этаж, если оно все равно через год подорожает. Ну, это вот такой вот продукт, да, который как бутылка хорошего вина коллекционного. Условно, вот тебе квартира в Польше на первичном рынке. Кроме этого, важно еще подметить, как ты к этому аргументу вообще относишься, потому что то, что застройщики увеличили количество предложения, ну, почти в 2 раза, значит ли это, что они начали продавать в 2 раза больше или меньше? То есть... Да, это могут быть разные вещи. Я к тому, что если у меня в 2 раза больше товара, это не значит, что я сейчас буду меньше продавать. Понимаешь? Да. И на это еще надо посмотреть, как вот прямо сейчас рынок будет реагировать. А вдруг, если они увеличили предложение в 2 раза, то у них и продажи пойдут в этом году в 2 раза больше. Посмотрим, увидим. И попробуем сегодня разобраться. Очень классный аргумент наводят, я тоже навожу на самом деле, в сторону падения цен. Это поляки, которые массово убегают финансами из страны.
То есть, скорее всего, люди боятся вторжения, да, в Польшу, выводят свой капитал. Это Испания чаще или Кипр, ну, в целом неважно, куда-то подальше, да, куда-то из Польши. Можно услышать повсеместно от риэлторов из тех стран, что сейчас основной покупатель недвижимости у Средиземного бассейна — это поляк. Поляк, у которого вот. И даже мы, когда общаемся с владельцами, феодалами, тут что они будут делать после продажи недвижимости, мало кто прям сильно хочет покупать тут недвижимость. Перезаходить, да, еще раз. Да. Они тоже вот пока что, знаешь, немножечко тормозят и все-таки очень сильно интересуются другими странами и даже покупают в других странах. И очень многие из этих поляков, они на самом деле хотят реинвестировать, потому что они тут эти квартиры там сдавали в аренду, не обязательно сами жили. Когда они понимают, что инвестиция в Варшаве даст 5-6, в очень редких случаях 7% годовых, они смотрят все равно на другие страны, и там и по 20, и по 25 где-то обещают. Ну, понимаем, что все равно 10-12 — это в целом адекватные цифры, которые другие страны могут дать, правда? И вот, собственно, инвестиционная привлекательность как раз таки, ну, не сильно большая. В Польшу инвестируют только те, кто тут долго живет, или те, кто очень долго этот рынок изучает. И они понимают тенденции и причины роста, и понимают, могут как-то прогнозировать. До этого, на самом деле, рынок Польши был одним из самых недооцененных, и, что самое главное, один из самых прибыльных рынков недвижимости, потому что даже где-то, где тебе дают больший процент возврата с инвестиции, нету роста цены. То есть ты там сдаешь, конечно, в аренду выгоднее, но недвижка не растет. Или при покупке, при продаже ты платишь там и по 10% налога, и больше. В Польше в этом плане налогов почти нету. Они очень простые и очень маленькие. Их мы разбирали, что их можно в большинстве случаев даже не платить. Поэтому после вычета как бы всех костов Польша дает достаточно хорошую ройку, но даже сейчас этого мало инвесторам, которые в Польшу инвестировали раньше. То есть тебе, как инвестору, надо смотреть на два показателя. Это возврат инвестиций от сдачи в аренду, это активный такой, да, показатель. И второе — это прирост самой недвижимости, самого объекта недвижимости, да. Это, я понимаю, это странный пример, но просто если брать там все криптовалюты, криптовалютчиков, они тоже могут ориентироваться как на стоимость самого актива, да, который просто может вырасти, так и на то, за сколько они могут его, грубо говоря, положить на депозит, застейкать. Иногда бывает так, что стейкинг и депозит тебе предлагают 100% годовых, ну, просто чтобы ты понимал, да, валюта может не то чтобы вырасти, она может уменьшиться в цене. И получается, ты повелся на хороший депозит, но по итогу ты проиграл 50% в сделке. Здесь такого не будет, потому что это недвижка, да, это прям фундаментальная история. Но людям важно обращать на это внимание. Да, конечно. Ну, как бы для инвестора там намного больше факторов, чем эти два. Конечно. Там еще и легкость выхода из этого объекта. Ликвидность вообще, да. Продашь ты его вообще, или он подорожает тебя в 3 раза, но ты же не продашь. Это же как поляки сейчас, да? Они при 2% кредите сильно подорожала недвижка. И что все сделали? Купили. И за кэш, самое главное, люди покупали, не в ипотеку, потому что понимали, что деньги сейчас сильно подешевеют, да, и недвижка сильно вырастет в цене. Они застейкались в недвижке. Недвижка условно там за 5 лет в 2 раза или за последние 2 года в 1,5 раза дороже, а продать все равно не могут. То есть, как бы, да, объект дорогой. На бумагах я миллионер, но я еще не продал. И нету очереди, не стоит. Да. Ну, все как в крипте получается. На бумажке миллионер. Да. Но пока биткоин не продал, не миллионер. Окей, прикольно. Еще один очень важный фактор в 2025 году — это выборы в Польше. А выборы — это всегда хрен пойми что будет с экономикой. Политическая нестабильность, да? Да. Обычно люди притормаживают любого рода транзакции и инвестиции в той стране, в которой начинаются выборы. Либо наоборот, как у нас там в Украине было, помню, популярно, когда Зеленского выбирали, часть людей там... Выехала из страны. Да. Кто-то сразу, типа, мы выходим в кэш, мы продаем все, мы выезжаем со страны. Кто-то сидит там в Америке, мы возвращаемся в Украину, наконец-то. Хороший там... Ну, то есть, да, вот это вот есть политическая нестабильность. И у нас на канале выйдет офигенный, или уже сейчас, ребят, вышел офигенный выпуск на тему политики в Польше. Мы сняли его с белорусом, который 20 лет тут живет, и он учился на политолога здесь, в Польше. Вот, поэтому можно больше разобраться в этом.
Даже когда мы собираемся там в кругу людей, которые там условно живут и очень хорошо знают недвижку, и обсуждаем те же цены, все говорят дорого, да, и потом бац, новость, какой-то фонд израильский или норвежский фонд берет и покупает тупо по максимально высокой цене целый дом, да, и там под сдачу в аренду. То есть как бы те же Хаймштадены, Афихоум, это очень крупные игроки по всему миру. И вот каждый месяц новость, что вот они там новый апарт-отель выкупают сразу у застройщика. Они строят его себе, это, наверное, дешевле, но дольше. Они сразу у застройщика выкупают целый дом, да, под сдачу в аренду. То есть вот так эта история работает. Даже все равно они дальше инвестируют. Это как бы, с другой стороны, аргумент, почему цены могут расти дальше, потому что все равно, несмотря на то, что они выросли, их все равно покупают, эту недвижимость. То есть нету такого, как в Канаде на 80% все остановилось, и вообще никто ничего не покупает. То есть тупо на 80% меньше транзакций. Да, здесь вот аж сильно этого никто не ощутил. И что важно, все-таки последние 2 квартала 2024 года, они дали спад цены где-то на 2%, это квартал к кварталу, да, один к предыдущему. Да. И многие люди тоже говорят, все, типа цены падают. Начало, да, лопнул пузырь, все, опускают цены и так далее, и так далее. В целом это правда, потому что мы говорим про транзакционную цену, да, то есть я имею в виду, что условно квартира продавалась за 1 000 000 злотых, и такая же квартира через 3 месяца за 980 продалась. Да. Вот на это мы смотрим, да? Много это или мало, тут как бы надо еще подумать. Что я имею в виду? Вот за эти 20 тысяч, которые я сэкономил за 3 месяца, скорее всего, за эту квартиру, за такую же, я их за аренду заплатил. Типа, вряд ли я там сильно выиграл, знаешь, на этой разнице, на этих 2-3%. С другой же стороны, для многих это может показаться уже началом все-таки тенденции. Триггером, да, и да, пониманием, что уже в 2025 в первом квартале будет там падать еще больше. Сейчас есть аналитика за 2024 год или еще нет? Появляется по чуть-чуть. Прям твердая. За целый год, от да? ВВП уже нету, да. Появляется поквартальная больше такая аналитика. Что важно, год целый, он все равно дал рост цены. У нас там от 8 до 10% по разным расчетам. То есть все равно то, что по было итогу 1 января 24 и 31 декабря 24, все равно это почти плюс 10% годовых недвижка, транзакционная цена выросла. Да? То есть это важно. 10% это... И застройщики, на самом деле, достаточно хорошие скидки раздавали перед Новым годом, и, может, поэтому тоже многие подумали, что застройщики начали опускать цену. Но застройщики всегда раздают хорошие скидки перед Новым годом, потому что там планы продаж у всех горят, и мы с клиентами покупали даже до 10% дешевле. То есть представь, это много. Потому что еще год назад... Квартира 1 000 000 стоит, а так ты ее за 900 купил? Там на самом деле вот эти 10% выдавались на квартиры от 1 000 000 и выше, потому что... а здесь там до 7% они давали скидки. Это тоже много, потому что еще год назад мы шли нахер. Просто, здрасте, дайте скидку, пошли нахер. Хорошо, спасибо. Примерно все, так. поняли, идем. Да, примерно так это работало. Okay. И, возможно, это как раз и стало, знаешь, таким фактором. Хотя это, на самом деле, а кто не давал скидки, какой бизнес не раздавал скидки, чтобы увеличить продажи перед Новым годом? Декабрь — это самый прибыльный месяц вообще в любом бизнесе. Да, окей. И какие еще минусы у нас? У меня закончились. Да, у меня уже и плюсы ты плавно пошли. перешел в плюсы. Да. Чтобы далеко не отходить от того, что мы проговорили, сразу существуют и контраргументы. Например, те же поляки, которые покупают недвижимость, спасаясь от возможных потенциальных военных действий. А как и украинцы, которые покупают недвижимость в Польше, спасаясь и выводя капитал из Украины. Как и белорусы, по той же причине, спасаясь от, чаще это какие-то политические преследования или в целом... От режима. Да. Оно хорошее слово. Тут что важно понимать. Если мы спросим украинцев, после окончания войны вы будете возвращаться в Украину? Многие говорят, что да. Соответственно, если многие говорят, что да, и сейчас в Польше, например, не могут ничего себе позволить или не хотят, потому что ждут, пока Польша подешевеет. Вернувшись в Украину, скорее всего, они будут там покупать недвижимость. Правильно? Белорусы точно так же. Если условно не будет Лукашенко, а будет кто-то, кто им больше понравится. Они, скорее всего, вернутся в Беларусь и там что-то будут покупать. То есть эти рынки, как киевские, как минские, они сейчас в такой стадии, что вот-вот, и все пойдет вверх. Все это понимают, все это обсуждают. Цены в Украине не упали, чтобы ты понимал. Вот теперь вопрос, а вернутся ли поляки
назад в Польшу с Испанией, если будет мир и в целом не будет никакой угрозы. Наверное, да, и, наверное, это тоже поспособствует какому-то росту цен. Как бы логика есть, да, как бы это вот тот же контраргумент в сторону того, что поляки уходят и цены падают, поляки вернутся, цены вырастут. Логично? Интересно, как общество по-разному чувствует близость войны, да, если для нашего... И каким местом? И каким местом, да, для нашего человека перемещение капитала с Украины там, в Польшу — это уже сильный рывок и защита капитала, да. Для поляка еще дальше, да, то есть Испания по-разному. Интересно, что испанцы уже никуда дальше не уходят. Они начали на расслабоне. Да. Они понимают, что если начнется, то пока до нас там дойдут, мы все просто переедем в Бразилию или в Америку, знаешь, там туда, в штат Майами, там, где 70% людей говорит на испанском, если что. Ну, а кто много не знал. Да, 70% людей. Там вывески на испанском. Сначала испанский, потом английский. То есть даже так. Прикольно. Ну и сразу же контраргумент в сторону выборов. Мы все знаем, что обычно перед выборами правящая партия, правящий президент, эта сторона, она всегда раздает дурные деньги. И это не гречка в Польше. В Польше раздают доплаты там, для детей, доплаты для взрослых, для бабушек, для дедушек, 13-ю зарплату, 13-ю пенсию и так далее, и так далее. Конечно же, льготные программы, типа «Первые ключи», да, про которые... кредит. Не, 0% объявляли перед парламентскими выборами. Да. После этого понятно, что уже не надо исполнять эти обещания, да, и его отменили полностью. И сейчас сказали, будут первые ключи. Когда будут? Весной, перед выборами. Значит, что сейчас люди будут ждать опять льготных кредитов, льготных условий, благодаря чему, что мы знаем, во всех странах мира льготная программа делает, увеличивает цены, разгоняет просто в космос. Всегда, с самого начала вообще, независимости Польши, основным аргументом, почему тут недвижимость растет, было ограниченное количество земли, на которой можно строить. Если сравнивать то количество земли и сегодняшнее, то, можно сказать, его не осталось. Главной стратегией всех топовых крупных застройщиков в 2025 году — это увеличение банка земли. То есть люди не идут делать, корпорации эти не идут делать разрешение на стройку. Они не строят, они не запускают новые стройки. Они вот все, что есть, продают. Главная задача — весь капитал, весь возможный свободный, выделить на покупку земли, где еще когда-то хоть что-то можно будет построить. То есть это что значит? Что ее просто нету. А если ты посмотришь последние транзакции по Варшаве, например, где квадратный метр покупался по 7 тысяч злотых, по 10 тысяч злотых. Ты понимаешь, что квадратный метр — это огромнейшие деньги. Квадратный метр должен стоить 200 злотых где-то под Варшавой, понимаешь? Но не 7 тысяч. Ну, не 7, да. Да, что там построят за эти деньги? Сколько оно будет стоить? И еще один закон, про который уже начали говорить, как бы в Польше такая штука, как такая жириновская история. Типа мы сейчас говорим, потом когда-то сделаем. Но обычно делают. Как вот Жириновский всегда там какую-то хрень рассказывал, но через 5-10 лет это происходило. Или 20 лет. Да, как Симпсоны, знаешь. Что говорят? Что к концу этого года введут законопроект, который будет сильно ограничивать землю по возможности строиться на ней. То есть сейчас люди строятся где попало и как попало. Типа варианты грунтов ограничат, да? Да, потому что есть там разные типы грунтов. Есть грунт типа фермерского. Есть грунт, на котором есть условия постройки. Есть грунт, на котором есть разрешение строиться. Есть грунт, по которому есть планы городостроения. То там когда-то можно будет что-то построить. Люди этим пользуясь, делают быстренько разрешение, что-то строят. И вот эту всю историю сейчас приведут к одному какому-то золотому стандарту. Это значит, что большинство грунтов потеряют возможность на них строиться. То есть хотят все-таки это как-то стандартизировать, наверное, упорядочить, чтобы люди не строили, что попало, где попало, как попало, потом еще и пробовали это продавать, потому что это тупо так же разгоняет цены, да. Не отходя далеко от застройщиков, они всегда дозировали предложения. Наверное, то, что они увеличили сейчас сильно предложение, это только потому, что они сильно все рассчитывали на нулевой кредит, который не дали. Но обычно они так сильно не прогадывают, все равно держат 30-40 тысяч квартир в свободном доступе для покупки. Это значит, что, дальше они тоже не делают эти разрешения, и это значит, что в целом они дальше могут дозировать это предложение. У них есть земли, уже есть, что в ближайшие 20 лет ровно столько же строят, сколько до этого строили.
и держать, собственно, население в постоянной нужде на первичку. Скорее всего, они так и будут делать. Это их не может никто обязать, это их земля. Хотят строить, хотят не строить. Хотят сдают в эксплуатацию, да, там хотят придерживают. Да. И на самом деле по Варшаве таких немного кейсов, но по Гданску очень много кейсов, где застройщик построил полностью инвестицию, но еще не продает ее. То есть она уже стоит, люди ходят, мы хотим купить, классное место. Говорит, я пока вот ту еще не продам, вы эту не купите. А все равно оно может дорожать, даже не продаваясь, да, потому что спрос большой, место классное, и все хотят. Вот как-то так. То есть по чуть-чуть тебе даю, благодаря чему держу высокий спрос всегда. И цены. В целом есть классная штука, она очень важная. Это то, что не покажет ни один рапорт за предыдущий год. У нас эта история началась ровно 2 января, когда нам положили инфолинию. Я тогда еще не понимал вообще, с чем это связано, но мы видим просто огромнейший отложенный спрос людей, которые хотели бы купить недвижимость. То есть субъективно раз в 5, а то и в 7 раз больше заявок, больше объектов, больше людей начало покупать. Какие могут быть основные причины вот этого огромного отложенного спроса? Все клиенты, которые нам звонят, вот 9 из 10 называют 2 причины. Первая причина. Мы 2 или 3 года находимся в Польше, мы это все время платим аренду, мы заплатили несколько десятков тысяч долларов за это время за аренду. Это плюс-минус наш первый взнос на ипотеку. Да, у нас нету денег на полную покупку за кэш. Зачем дальше еще 2-3 года тратить деньги за чужую квартиру? Если я возьму ипотеку, буду платить за свою. Какая разница? Тот же платеж, правильно? И второй момент — это поляки. Поляки, ну и наши тоже на самом деле, которые ждали нулевого вот этого бесплатного, как они называют, кредита. Который не вышел. Который не вышел. Они поняли, что у них нет выбора и стали... Ну, конечно, да. газовать. То есть как бы люди дальше рожаются, люди женятся, им надо где-то жить, новые семьи создаются и так дальше, взрослеют. Да, окей, ну там полгода можем подождать, да, пока дадут эту программу. Не дали, отменили полностью, а что дальше ждать? Идем, берем такую ипотеку, которую надо, жить где-то надо, да. И поляки, и не поляки, все массово пошли покупать. С Нового года новая жизнь. Если раньше мы ходили по 2 месяца, по 3 месяца, ходили, смотрели с клиентами, там, выбирали, торговались, где-то, где владельцы соглашались, прям сильно сходили с цены. У нас были кейсы до 20% мы сбивали стоимость по Варшаве. То есть сейчас тех объектов, которые их уже нету. То есть там, где мы там 2 месяца назад были, ни одного нету. Пару дней назад мы пришли с клиентом, где владелец назначил просмотр многим сразу. Это не сильно красивая стратегия продажи, иногда так делают. То есть у нас было пару минут, пока агент читал документы, можно ли вообще клиенту покупать эту квартиру, клиент посмотрел квартиру. Ставку нашего клиента перебили на 50 тысяч злотых. При том, что цена рыночная. Заплатили выше. Да. Просто, знаешь, людей заводят в одну квартиру и сталкивают лбами, и они понимают, ух ты, бля, ажиотаж, надо брать. Ну, квартира вроде окей, цена рыночная, да. Наш клиент говорит, хорошо, беру. Тот второй говорит, на 50 тысяч больше. Очень быстро продалась квартира. Некрасивая стратегия продаж, без возможности подумать и так далее, но как бы вот так он захотел. Хозяин продал дороже, чем рыночная. Ну, поедет еще отдохнуть. Я к тому, что раньше мы приходили, не было вот этих столкновений, потому что не было второго человека, даже подставного не было. Угу. Понимаешь? Вот есть спрос оживился очень сильно на самом деле. И там, где спрос, там... Может быть, больше предложения. Там рост цены. И если говорить про отложенный спрос, мы видим еще 2-ю волну миграции. Или уже 3-ю. А может и 5-ю. Может и 5-ю. Вдруг. Мы эту волну миграции называем... Ну, это не украинцы, не белорусы, которые приезжают с Беларуси. Это украинцы и белорусы, которые пожили в других странах, и оно им не зашло, и они все равно выбирают Польшу. Потому что сколько бы у тебя денег не было, как бы ты хорошо себя не чувствовал, даже если ты максимально эффективный удаленщик. Как бы дешево не стоила квартира в Аликанте, через 2-3 года ты понимаешь, что тебе там просто нехрен делать. Ты воешь на Луну, твои друзья с Варшавы рассказывают, как здесь все цветет и пахнет, как все строится, какой классный сервис. Да. И как мы с кентами покурили кальян и сыграли в КС 5/5. А ты сидишь в Аликанте, пьешь, да... 100-ю бутылку вина, потому что тебе вообще не с кем пообщаться. Да. И эти же люди переезжают. Зарплата всегда растет. Минимальная краева растет. Средняя тоже и так далее, и так далее.
Тут даже нечего объяснять. Любые рапорты, справки, это все в свободном доступе. Каждый может проверить. Как раз полгода у людей вырастает зарплата. Ровно столько, насколько вырастает инфляция. Ровно столько в процентном соотношении, насколько растет цена на недвижимость. И кроме этого, есть еще очень важный фактор, кроме зарплат, который влияет на повышение спроса и, соответственно, на увеличение цен. Это кредитные ставки по ипотеке. Прекрасно видим, как последний год по всему миру дешевеет ипотека, дешевеют процентные ставки. Кроме Польши. В Польше тоже. Ну, она подешевела. Ладно, на да, полпроцента. Окей. На полпроцента Польша за последние полгода подешевела. Банки, крупные, серьезные, важные, всемирные банки прогнозируют, что до конца этого года в Польше ипотечная ставка на 1% может подешеветь. А есть интересный опрос, который показывает, что если еще на 0,5% подешевеют ипотечные ставки, кредитоспособность, допустимая к покупке квартиры, появится еще у 20 тысяч ячеек общества. Это как один человек или семья. А если на 1%, то тогда эта кредитоспособность появится еще у 100 тысяч ячеек общества. Если 100 тысяч еще каких-то индивидуальных там неженатых людей или наоборот семей пойдет брать ипотеку, это положит полностью банковскую систему в Польше. Это очень много, понимаешь? Это очень много. Все идет к тому, чтобы к концу года ипотека еще подешевела. Что, конечно, увеличит спрос. А еще и будут первые ключи. Ну, в общем, ипотечные инструменты во всех странах мира прекрасно работают. Мы с тобой обсуждали Канаду в начале. Ты говорил 80%. Да, это в 23-м. В 24-м все-таки рынок Канады ожил. Там все прекрасно, потому что на 0,5% опустили ипотечную ставку. 0,5%. Недавно на канале записывал видео про идеи для бизнеса в Польше на 25 год. И одним из таких пунктов была официальная новость о том, что Microsoft вкладывает в Польшу 3 миллиарда злотых. Это, оказывается, небывалое событие в Польше, и эта новость опубликовалась на gov.pl. Все СМИ об этом написали, и сказано, что последний раз такая крупная инвестиция была, когда сюда заходил Google. Да? Мне кажется, это тоже повлияет как-то на рынок в целом, на количество людей, которые могут себе позволить купить квартиру или нет. Создание новых рабочих мест, оно, конечно же, способствует увеличению людей из разных стран, которые на этих рабочих местах хотели бы работать. То есть за счет этого может увеличиваться население страны. Что еще важно? Но самих хорошие специалисты, да, их все равно мало по миру. Так много их нет. Это значит, что и зарплата может увеличиться, чтобы эти хорошие специалисты хотели у тебя работать. Польша — один из самых высоких показателей ВВП в Европе и роста ВВП. Кроме этого, в Польше один из самых низких показателей, если не самый низкий показатель, безработицы. Тут тупо не хватает хороших сотрудников и работников. Поэтому для них поднимают зарплаты, чтобы хоть кто-то нормально и тут адекватно работал. Да? Что это значит? Что чем больше этих рабочих мест, свободных, незанятых, тем выше должна быть зарплата, чтобы их занять. Потому что открываются рабочие места не... Ну, как бы и на предприятиях, где нужен просто разнорабочий, да, то есть это в целом дает шанс людям с менее развитых стран сюда приехать и даже заработать там через пару лет на первый взнос. Точно так же это привлекает высококвалифицированных специалистов, которые тут смогут купить и дорогое жилье, очень дорогое жилье, тоже в ипотеку. Поэтому, конечно же, это может способствовать только увеличению спроса, увеличению благосостояния в целом жизни каждого человека. Обогащение населения. Исходя из этого, друзья, такие у нас сегодня были аргументы. Подумайте, примите решение. Напишите в комментариях ваше мнение, да, как вы считаете, вырастет ли цена или нет. И мы вернемся к этому видео там, через год, да, и сделаем ревью, посмотрим, как это было на самом деле. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.